Самое главное, что у нас есть сейчас, это вот этот ключ. Чувак, давай без резких движений. Я бы так же бы ему сказал. Пизду такие чердаки. Дай мне ключи от тачки. Вот хочешь эти честно? Я очкую. Тормози, родной, ну хорош, ну ёпта, это уже вообще не смешно. Ну нахер. Hey, yo, what's up, guys? Всем здравствуйте, всем привет, с вами, как всегда, Леха. Ну, здорово, отец. Вот сегодня у меня такой стиль, это вот чики-брики, понимаешь, это сталкерская, что-то тема там решил навеять, кепочку только сегодня забыл. Ребятки, сегодня долгожданный видеоролик, вы его все ждали, вы мне все каловыми массами везде закекали. Говорите: Алексей, где 4-я часть нашего Димки? Я говорю: а может быть вот это посмотрим? Вы мне говорите: нет. А я говорю: а может быть да, может быть нет. Первая серия тем временем набрала 1 миллион просмотров за какой-то просто рекордный срок, за что вам огромное спасибо. Ребята, вас огромное количество смотрит без подписки, почти 30%. Не забывайте подписаться на канал, так как рубрику Ghostbusters я просто обожаю и обязательно все посмотрю. Предлагаю от слов к делу: подписка, лайк, комментарий, и сразу же пиши, какой бы следующий выпуск Ghostbusters ты бы хотел, чтобы мы замутили, понимаешь? Потому что их там много, у Димона много контента. Димону, как всегда, респект, привет, братан. Смотрим самое интересное, самый сок. Это твой, мать его, возврат в этот замок ада. Все, всем приятного просмотра. Мне сказали погромче сделай этот выпуск. Easy. Что? Все, давайте я пошел. Подожди! Ладно, досмотрю. Что началось-то опять? Страшная какая-то страшилка. Мне сказали, здесь в 54 раза больше этих всяких скримеров, чини-скримеров. Давай, ну, хоть без этого вот. А то я знаю сейчас, как опять орать все, визжать начнут. Еще говорит, серию, говорит, погромче сделай. И такой, знаешь, ехидно в комментариях смеется, гадость. Друзья, просто посмотрите этот ролик от начала Посмотри, до самого конца. просто посмотри. Реально просто нет слов. Просто смотрите. Он что, типа, реально бабайку, что ли, там встретил? Так, все, тихо, без спойлеров. Ты, кстати, подо что обычно видосы смотришь? Я вот когда хаваю что-нибудь, пообедать, поужинать, ночью что-нибудь заточить вкусненького. Ну да. Ты, кстати, напиши, что там ешь. Я знаю тебя. Ты по-любому что-нибудь хомячишь. Я тебя вижу. На диете он. Ага. Сейчас. О, 1-2, Фредди заберет тебя. 3-4. Ребят, мы сделали то, чего вы так долго хотели. Я и Даник сейчас в Чехии. Я вернулся в замок Госка. Замок Врата. Самое главное, что у нас есть сейчас, это вот этот ключ. Чувак, нет. Блядь. Мне сейчас от таких... Мне сейчас, мать его, от таких звуков просто... Может, я не знаю, может, потише немножко сделать. Но вы просили погромче. Ребят, кто не смотрел предыдущие части, обязательно посмотрите, потому что там предыстория, когда Димка ездил уже в этот замок, и там целая история, аналитика тянется, он там кое-что увидел. Ссылочку на плейлист оставлю внизу в описании, также на оригинал, на Димона внизу в описании ссылка. Обязательно переходите, смотрите. Вы понимаете, что в этом замке происходило такое, что просто не поддается объяснению. И реально я был обязан вернуться сюда, на место событий, чтобы понять, Я бы не было это поехал. что-то паранормальное, либо это был просто розыгрыш хозяев замка надо мной. В общем, ребята, сегодня ночью нам не даст уснуть, во-первых, адский замок, а во-вторых, новый энергетик Сова, который дает позитивный настрой, который просто необходим нам с Даником сейчас, и бодрость, поэтому мы легко снимем проект «Паранормальное». Как говорится, Ghostbusters одобряет. Чувак, сейчас что-то стремноватенько становится. Что это за мужик? Вообще написано пекло. Как
Как себя чувствуешь? Здесь бы, конечно, могла быть сова, но так как сова мне не пишет. О, поехали. Я просто... Сразу вопрос. Кто бы реально вернулся в замок после всего увиденного? Я вам честно говорю, я бы, может быть, приехал и развернулся бы, уехал. Но, возможно, бы реально духу не хватило. Если бы что-то я вот такое вот увидел, я бы, блин, я не знаю, я бы, мне кажется, очканул бы. Честно говорю. Зато по-честному. Думаю, что меня разыграли. Меня разыграли и так далее. Все-таки это были хозяева замка. А с другой стороны, я очень боюсь того, что... Ваши мнения, кстати, разделились в комментариях. Вы просто огромное количество комментов написали, в которых кто-то писал, блин, братан, это 100% хозяева замка, типа для пиара делают. Кто-то говорит, нет, это на самом деле паранормальное что-то. Но я больше склоняюсь к второму варианту ответа, что реально, ну, там что-то Димон нашел. Сейчас посмотрим серию. Что мы сейчас придем и поймем, что они не могли чисто физически нас разыграть. Так, они вдвоем, да, или втроем? Диктофон. Погнали. Ля какой. Пишут. Хороший. В общем, ребята, самое главное, что у нас есть сейчас, это вот этот ключ. У меня вообще впервые в жизни ключ от замка. Хозяева Гаусски полностью отрицают Nice ключ. причастность к тем вещам, которые я видел там. И они скажут, что... Я, кстати, что подумал? Вот эту вот херню можно сопоставить расстояние, с которого он снимал, причем это ваша была идея, до места, где он это увидел. То есть примерно можно понять, какого роста, наверное, человек. Ну, где-то в этом есть логическая цепочка, но посмотрим. Может быть, это просто обычный спойлер. И они скажут, что полностью мне доверяют, отдают ключ, чтобы я провел там еще одну. Так, сейчас главное, чтобы с собаками у нас нормальные отношения были. Так, Барбос, здравствуй. Там, по-моему, дворняга и лабрадор, да? Или нет? А вроде лабрадор, черный. Все, заходим, заходим. Хлопцы, заходим. Чувак, он такой огромный. А ты что думал, он что? Один этаж? Я бы в жизни сюда один не пошел. Вообще я в Гауску пошел очень легко. Ну, потому что чисто физически это не заброшка, и тут ни гопников, ни... Сейчас, Опустили, блядь, камеру, быстро! А что это было? Это какие-то предыдущие выпуски? Там это, чики-брики? Дай камеру погонять. Слушай, надо будет посмотреть. Напишите, ребят, название. Давайте вот это посмотрим. Они где-то гопников, что ли, тупо встретили гопоту? Так можно без камеры остаться. Да, ну там, эти... Ты представляешь, вот ты приходишь еще раз в место, в котором такая херня творится. Так, наверное, подожди, камеру надо установить здесь, чтобы она вот так вот снимала, получается. Сколько ты планируешь здесь провести сейчас по времени? Дань, сколько потребуется? Так, камера пишет. А Даник, я так понимаю, Даник, это друг его, да? Правильно? Извините, если я там неправильно назвал. Это щекастенький, хороший какой. Я так понял, это кореш, да, просто? Сорян, я просто не так давно Димона смотрю. Че херак рука такая, за ухо. Я надеюсь, что если какая-то херня произойдет, мы сможем выйти? Конечно. В этот раз. Твою мать, ты что, совсем что ли?
Собаки, кстати, лают очень часто, если они что-то видят, типа, ну, как говорят. То есть может собака залаять, если она что-то видит, то, что не видит человек. То есть там души, потусторонние всякие миры, кошки, собачки вроде как это видят. Но опять же, это теория, не более того. Животное какое-то. Здесь их реально дохера. Да не, могло что угодно прибежать. Я не знаю, бурундук. На секунду я подумал, что Скунс. хозяева дома же опять знают, что мы сюда приехали. Спалились. Потому, чтобы Я их просто- убью нахрен, если им что-то сделал. Мне просто, знаешь, показалось, что собаки залаяли, как будто человек пришел. Я на секундочку даже подумал, что хозяева дома опять спалились, знаешь. Прокрались, решили прокрасться, а собаки учуяли. Начали лаять. Чувак, давай без резких движений. Я бы так же бы ему сказал. Я так понимаю, оружие все были направлены сюда, да? Ну там получается какая схема была. А у этого замка, он сейчас перестроен, были везде бойницы, то есть отверстия под луки, стрелы и так далее. Естественно, все эти луки, стрелы и отверстия были направлены в центр. Етайди негдо? Вот здесь вот в этом моменте я хочу заострить внимание, но это древний замок. Почему тогда, я не пойму, с демонами боролись стрелами, луками, копьями? Что, блядь? То есть вот здесь вот как-то это все странно. Хотя, может, и я что-то Дайте решил. знак. Я всегда так рад тишине после этих вопросов, твоих вопросов. Чувак, почему они гавкают? Чувак, что за хуйня? Бля, это, наверное, самолет. Чувак, началось так, как будто просто стюрал здесь нахрен. Сейчас. Вот я вроде и последний. не Так, всё хочу тихо, не идти, очкуй. первым точно не хочу идти. Кстати, вот ты бы каким пошел? Вот первым или последним? Последнего схватить могут, а первый самые страшные. Я не знаю, каким бы я пошел. Я тоже пока думаю, сижу. Из двух человек, вот каким бы ты пошел? Первым или последним? Все хорошо? Но он прям, видишь, по-простому. Весь у меня первый, господи, у меня первый раз в жизни по ногам мурашки идут. Просто взял фонарь и Соньку камеру. Чувак, нет. Я вот это вот говно, которое там было. Сука, вот это не может быть никаким эффектом. Чувак, у меня сейчас паника начинается. Серьезно. Это не мог быть никакой эффект. Это либо человек, либо это вот что-то пиздец. Потому что реально там на пол окна был белый силуэт. Так, давай сейчас, знаешь, что сделаем? Посмотрим. Смотри, схема следующая была. Я спустился отсюда, повернулся, кинул взгляд туда. А в кадре попала вот эта непонятная штуковина, которая была на лестнице. Я отвернулся, а когда повернулся, ее уже не было. Давай чисто физически посмотрим, какого она размера была. Встань сюда. Направь камеру в сторону окна, я сейчас туда встану. Надо посмотреть, какого размера. Вот. Это вот то, про что вы и говорили. То есть можно просто примерно понять, какого размера было человек или сущность какая-то. Это логично. Типа, Был объект. Я сейчас встану, и мы сравним со мной. Боба. Так. Честно, это очень странно. Чувак, тут расстояние от пола вообще... Вот смотри, я сейчас встану в полный рост.
Ну да, что-то какая-то херня. У меня головы даже не видно, по-моему. А присядь. Блин, а Димон, интересно, высокий или нет? Димон, если смотришь, сколько у него рост? Или кто-нибудь из фанатов, ребята, напишите в комментариях, сколько у него рост? Блин, ну я думаю, наверное, тоже 1,75 м, 1,80 м. Я не думаю, что он прям мега высокий. Ну вот так что-то похоже. Честно, все это очень-очень странно. Потому что по личному опыту могу вам сказать, что сидеть там было, ну, очень неудобно. А как мы видим, объект находился практически вплотную к стеклу, что у меня повторить попросту не получилось. Да и стоять там практически невозможно. Поэтому реально у нас есть только два варианта. А получается, вот этот объект размером был, ну, вот так примерно. Сколько это? Метр 1,50 м. Либо кто-то присел. Там чисто теоретически можно лечь, и тебя не видно будет. Если этот кто-то там, он либо был очень маленького роста, ну в чем я сомневаюсь, либо он сел на картах и лег. Допустим, действительно все было именно так. И вот этот страшный белый объект на лестнице — это обычный человек. Скорее всего, он постоянно находился в этом месте, потому что передвигаться он попросту не мог. Пол в доме очень и очень скрипучий. Мне кажется, что именно он издал этот непонятный скрип, когда я заходил в комнату с баранами, услышал его, повернулся и увидел вот этот кошмар. Но если человек там бесшумно передвигаться попросту не мог, то у меня сразу возник еще один важный вопрос. Так, стоп, подожди. Что-то не вяжется. А как тогда... Вот это меня напрягает. Как люлька двигалась. А я вам говорил с этой люлькой, что здесь не может этого быть. Я говорил. Да. Да, я. Ты думаешь, что ты вот ее качнул и типа убежал? Да. Как он убежал, если там такие лестницы? Это с какой скоростью он должен был срыгнуть, чтобы качнуть люльку? Да, то есть он ее как бы качнул, и она буквально вот чуть-чуть, то есть он прям перед ними. Он должен был очень быстро уйти, чтобы они его не спалили. Понимаешь? А там ни единого звука. А ветер? Тут не было открытых окон? Ну, чувак, ну смотри. Откуда здесь какой ветер? Вот сейчас, вот давай просто на обычную камеру, даже не на мой микрофон. Мне кажется, это будет слышно. Да не, забей, ты чё? Без носки. Ну да, вообще. Да не, ну здесь без варика. А она, ты когда прибегал, то она качалась, она остановилась? Да, она прокачалась несколько раз и встала. А знаешь, что мне кажется? Может, просто бывает, понимаешь, если бы у меня был бы дом, который называется Врата в ад, я бы его наполнил какими-то приколюхами, которые чисто механически что-то делают. Если бы у меня был дом, который называется Врата в ад. Найс. Нет, другалечек, ничего там нет. Я шел сверху. Я подхожу вот сюда. Она стоит вот здесь вот, блядь, и качается. Сейчас давай, мне вот просто тупо интересно уже. Просто смотри, как она быстро останавливается. За это время тупый человек не успел бы побежать. Вот. Это То, было про бы что я и говорил. На камере слышно, что... Нет, туда я без света не пойду. Это бы слышно было, как минимум, что человек убегает сюда. Вариантов, если честно, здесь... Без света я сюда не пойду. Либо это был реально порыв ветра, который непонятно как Да нету там ветра. образовался, потому что во время съемок мы ничего не зафиксировали. Нету там. Либо это была какая-то леска, либо нить, которую не видно на камере, которую не заметила во время съемок Госбастера.
Она... Сразу в защиту этой идеи хочу сказать то, что вполне возможно, так как всякие фокусники и прочее пользуются такими нитками, кто вот левитацией, там типа летает. Несколько раз даже профессиональные фокусники это показывали, в принципе, вполне возможно. Вела либо к железной двери между этажами, а там действительно была дверь. И, следовательно, скорее всего, там был еще один человек. Либо в основной зал, либо на кухню. Потому что там творилось тоже что-то непонятное. Когда я зашел в основной зал, человек в белом все еще был на лестнице. И сзади на кухне произошел какой-то громкий звук падения чего-то большого. В этот момент я отвлекся и пошел на кухню. Скорее всего, там тоже кто-то был, но тогда возникает главный вопрос. Где был этот человек? Потому что во время съемок ГОСТа я никого не нашел. И похоже, у меня есть вариант. Блин, пипец, что я прям переживаю. Вообще жесть какая-то. О, паньки. Она просто в прошлый раз закрыта была. Ку-ку, ёпта. А вот может быть и ответ на вопрос. А, чувак, смотри, как там стул стоит. Мать твою. Дверь была закрыта в прошлый раз. Смотри, звук шел не с кухни даже. Тут реально до хрена мусора, который можно было уронить и создать вот этот звук, который меня отвлек. Условно говоря, если два человека работали, один делал вот это вот нечто на лестнице, а второй здесь в закрытой комнате, куда я не смогу зайти, что-то перевернул. А он подумал на кухню, в свою очередь, типа, смотри, в раковине валяется кастрюля, еще что-то. А дверь, ну а как ты ее найдешь, если она закрыта? Все правильно, это логично. А шум мог быть и за дверью, его в полной тишине будет идеальнейшим образом слышно. Отвлечь. Логично. Я сюда пошел, прогулялся по кухне и ушел. Молодец, Димон, красава. Сейчас я тебе вот гарантирую, самая стрёмная комната, которая была. Вот просто представь, как человек, который вот... Ты выпуск видел, ладно, но просто вот, когда ты заходишь, сзади что-то... Чувак, Блять. я клянусь, вот там что-то сейчас прошло. Ты в ту сторону снимал? Нет. Ты чел, я ж в наушниках сижу, вы сами говорите, в наушники одевай, эй, тормози, родной, ну хорош, ну ёпта, это уже вообще не смешно. Я понимаю на телевизоре смотреть, но в наушниках реально стрёмно. Бля, чувак, просто вот пролетело вот так. Ага. Вот это я, может, светом киданул, вот, иди сюда. Вот так, смотри, оп. Бля, ну возможно. Бля, чувак, ну я так пересрался. Пересрался я в прошлый раз. Пересрался я, блин. Вообще, вот что за ненормальные люди это делают, честно говоря? Это же живые. Было, кстати, типа, куча вопросов, пойманы. что за прикол? Да, это... Зачем столько? Вообще не понимаю этого. Ну, как бы, животных максимум надо есть. Ну, вот так их выставлять на показ, я считаю, некрасиво. Главный момент, который был... Ну и как главный момент, который вот меня просто, вот я не знаю, это вот добивающая точка была. Это был реально какой-то добивающий момент, когда я снимал, когда я двери открыл, вот эта свеча горела. А вот этот дядя, который тебя сюда запускал, не мог ее зажечь? Ёб твою за ногу, ты так начал говорить, такой, а вот этот дядя, я думал, ты вот кого-то здесь видишь сейчас. Чувак, давай успокоимся. Что?
Что там? Есть проход? Ничего интересного. Так, ладно, давай думать. Получается, если, смотри, если тут ребята работали, они должны были заранее зажечь свечу, да, закрыть двери. Как раз вот они хотели даже... Куда тогда они могли отойти? По идее, вроде как они открывали там одну дверь. Как раз вот Димон сейчас вот кадр показывал, где он забегал. Сыграть на эффекте того, что, соответственно, человек заходит... Ну, со свечой палево какое-то, реально. Я думаю, что со свечой это реально, ну, постанова. Со стороны владельцев замка. Заранее они зажгли свечку, потому что раньше рядом парафина не было. Вокруг нее, получается, не было ни капель, ничего, она была вот как будто только что зажжена. Ребят, честно, я недолго думая, просто взял и украл эту свечку из замка. Вопрос был в том, что вокруг нее не было расплавленного воска. Мы решили провести этот эксперимент дома и посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы она начала таять. Вот представьте, что свеча горела 3 часа подряд, а внешний воск даже не нагрелся. Поэтому со 100% вероятностью я могу утверждать, что свеча горела там изначально. Ее просто забыли потушить и ушли из замка. Поэтому никакой мистики в этом моменте попросту нет. Но после этого мы пошли на 3-й этаж. И там нас ждало намного больше вопросов. Так, стоп, а что было на 3-м этаже? Это же вот как раз подъем, где этот чудик типа стоял. Бля, это такая крепота ходить. Я, кстати, в прошлый раз по этой лестнице вообще не поднимался. Пиздец, скрипят, блядь, эти половицы. Вот я говорю, чисто физически здесь человек не мог пробегать и бесшумно оставаться. Так, подожди, у нас еще один момент был. Бля, лучше микрофон от лица уберу, не дай бог, а сейчас дернусь. Выверну тут нахрен все, что можно. Я сейчас стою, там что-то тоже мелькает. А, про это, отражение, где мы с вами спорили. Ты можешь встать? Туда? Да. Ну, и Сейчас давай, я это чувствую, давай, будет момент истины, Ну, окей, ну-ка. окей. Ну-ка. Блять, такая крепота. Даник, ну это прям очень похоже. В этом месте кто-то реально стоял. Когда ты ходил, левых звуков было больше, чем сейчас? Там минуты не было, чтобы что-то не скрипнуло, упало и так далее. Ну просто сейчас не так много звуков, на самом деле. Типа 2-3 раза было. Просто я говорю, я многие звуки, понимаешь, что я их вырезал даже. Какие-то падения и так далее, потому что этот перебор был. Я когда, понимаешь, почему, ты говорил, начало затянуто там было. Я хотел именно показать момент, что за первые 10 минут моего нахождения на этой локации произошло столько звуков, что просто пиздец. Блять, это один из немногих вообще видеороликов, которые я сижу, смотрю, и мне даже комментировать не хочется. Я сижу, я настолько погружен, мне кажется, вот сейчас что-нибудь резкое не уронит, у меня сердце просто скажет, вот так вот дверь откроет, скажет, все, я пошел. Из первой комнаты во вторую прошел, уже было штук 5, наверное, звуков непонятно, которые там вообще не должно быть. Но сейчас реально звуков меньше. Я зашел в эту комнату, прошелся по ней, и в отражении вот в этом проходе стоял белый объект. В этом проходе? Да. Такие вот зеркала. Так, ну зеркало пыльное. Блять! Ёб твою мать! Блин, это точно не пятна были.
Точные пятна на зеркале. Пятна сейчас будут на Это паласе у был меня. реально какой-то объект, который стоял, получается, в В жар, блядь, проходе, бросило. которого перекрывал стул, во-первых. Ну, вот стань тут. Бля, Даник сейчас так стоит, знаешь, у меня сразу такие ассоциации с кучей разных фильмов ужасов, знаешь, когда резко кто-нибудь проносится и типа чувака с собой забирает. Бля, я бы на его месте бы, я отвечаю, ребят, это дико стрёмно. Это очень стрёмная херня. Сидеть дома со светом, это, конечно, весело, но вернуться вот в такое место, где такая дичь творится, и ходить по темным коридорам. Да, что пониже немножко. Еще капельку. Получается, даже по росту, ты понимаешь, они подходят примерно где-то Ну метр вот пятьдесят. Как? Вот эти светлые топит, но и здесь. Блять! Что такое, блядь, чувак? Ну, какие варианты? Допустим, если это был человек, Давай просто тупо, даже если здесь кто-то стоял, вот я попробую отойти туда. я вот так вот шел, вот так вот посмотрел на чашки вот эти вот погонющие, и дальше повернулся, там никого не было. Чувак, ну просто по звукам. Нет, нет. Чувак, ну ты бы услышал. Сними его. Слышно будет. Ну, даже так я слышу, как у тебя одежда шуршит. Давай вот так вот, условно, я типа говорю, типа, какой классный сервис, я не знаю, что с ним делать, ну, что это пиздец слышно, чувак. Я знаешь, что сейчас думаю? Смотри, если вдруг меня все-таки пытались разыграть, да, условно говоря, что ситуация на лестнице с образом в окне, что вот это, они настолько палевные, ну, вероятность того, что это получилось, вот как это получилось, ну, 5%, наверное. Потому что в зале я мог пойти наверх по лестнице. Он мог пойти здесь, он мог хер с ним здесь. Там не особо видно за вот этой лампой со свечами. Он мог, получается, вот во втором моменте просто развернуться и прям сделать несколько шагов. И все, и Габелла. Это очень странно. Здесь, понимаете, это такое стечение обстоятельств, где они могли бы спалиться вообще на раз-два. После этого. Не Я бы знаю, увидел странно. человека. Более того, человек не палился. Я поставил там камеру. Откуда он знал, что это не просто свет, а именно камера? Какова вероятность того, что я захожу сюда и, допустим, не заглядываю за дверь, если вот здесь стоял человек? Это, условно говоря, вот они пытаются подтвердить легенду о замке, и вся вот эта вот, весь этот розыгрыш, который они создают, рушится просто в секунду, если я кого-то из них нахожу. Да. Честно, в этот момент мы были в полнейшем тупике. Как они смогли провернуть последний розыгрыш? Единственное логическое объяснение такое, что человек смог абсолютно бесшумно пройти по паркету, что Как? практически, как мы выяснили, невозможно. И спрятаться либо за дверью, либо в шкафу. Я до сих пор думаю, что все это большой спланированный розыгрыш, но как его провернули так мастерски, для меня остается большой загадкой. Они очень рисковали. Это нереальное везение, либо это профессионализм. В этот момент мы хотели закончить наше расследование и уехать домой, но тут мы попали туда, где я не был во время съемок Госбастера. И там творилась просто нереальная дичь. Вот это то, про что мне писали в комментах. Как раз вот где-то, да-да-да. Вот она, 26-я минута, за 10 минут вы мне писали. Будет какой-то трэш. Чё, ёб в рот, Нихера Дверь там. Открыл. блядь. Чувак, там просто лежит ебаная маска. Не маска, это башка чья-то. Ты идешь?
Чувак, откуда ты ключ нашел? Где ты нашел этот ключ? Там лежал, и с маской. Пойдем, чувак, реально, уже пиздос. Даник, не руинь, ёпта. Хотя я бы вперед него бежал. Дим, Ты сам говорил, что предыдущее паранормальное чисто физически было не очень, потому что мы просто прогулялись по той же локации. чувак, скажи спасибо, что я вообще хожу с тобой на паранормальное. Знаешь, вот я обычно один как-то. Дмитрий, я вам говорил, зачем переплачивать Данику, если можно не доплачивать мне? Я могу камеру поносить, я не знаю, свет поочковать. Я боюсь всего этого. Так что в каждой шутке есть доля шутки. Димон. Даник, это не считается, то, что я тебя там подсидел. Справляюсь. Шучу, Справляйся, пацаны, дальше. конечно. Ну, чувак, Я в машину пошел тогда. Ты же один справляешься. А вот я бы вот так никогда бы не сделал. Да, у меня просто бы первый раз сундук скрипнул, и все, и Димон бы один остался нахуй в этом замке. Тёма, мы сейчас спорить будем. Давай просто пойдем. Мы прошлись по всему замку, где творилась всякая непомерная херня. Ну давай ты сначала посмотришь, что там. Найс. Есть там комната, окей, есть там что-то другое. Сука, еще музыка такая тихая. Пойдем. Там лестница на чердак. Дай мне ключи от тачки. Вот хочешь я тебе честно скажу? Я очкую туда тебе. Просто молча. Там лестница на чердак. Ключи от тачки дай, пожалуйста. А ты со мной пойдешь? Да, пойду. Ключи только от машины дай мне. И, в принципе, запросто. Да, вот сейчас мне реально страшно. Если бы я первый раз вот здесь ходил бы, и где-нибудь в начале выпуска, когда я был на 3-м этаже, я обнаружил эти ключи, мне насрать было, я пошел бы туда. Но вот сейчас я реально очкую туда идти один. А нахуя туда идти вообще? Самый правильный сюда вопрос приехали? вечера. Вообще мы сюда приехали зачем? А? Б. Красавчик, Даник, молодец. Не очканул мужик. Охуенно. Просто охуенно. Тут, может, даже прохода нет никакого. А нет, есть. Чувак, просто, блядь, быстро смотрим, что там. Все, и давай, свалим. бегом. Ну Мне вот нахер. плохо становится. Ёб твою мать. Ага, умник, Что бля. это, блядь, за простыни, нахуй? Бля, чувак, это вот прям вот просто настолько тонкая херь, что она может просто провалиться нахуй. Ну, это настил. Если он провалится, мы просто на потолок встанем. Он прям совсем не уйдет. Ой, как там охуенно, пиздец, блядь. Бля. Может, разделимся, я пойду туда, а ты туда? Охуительный, говорит, план. Надежный, как вбитый в стену гвоздь, блядь. А умрет первый, знаете, кто обычно? Правильно, афроамериканец. И в связи с тем, что его нет, скорее всего, это будет Даник. Блядь, вот этот вот проход, это просто забей. Блядь, просто забей. Это вот, это я не знаю, он в себе объединяет все самое конченое со всех хорроров, которые, наверное, я только видел. На пиздец, блядь. Может, разделимся, я пойду туда, а ты туда? Блядь, фраза на миллион. А давайте разделимся. Ёб твою мать. Нахуй здесь простыни, чувак, ты мне можешь это объяснить? Нахуй здесь простыни? Давай, пожалуйста, просто пройдем
И вот долго здесь не будет. Ёб твою, это прям... Трясется, ёб мать, пол. Я бы не пошел. Смотри, это прям коридор. Бля, буду, я бы не пошел. Не хватило бы у меня духа. Это просто визуально, это чисто вот, знаешь, прям вот. Хотя вдвоем, может быть, пошел бы. Сука, это реально... Сучий потрох. Смотри, иди сюда. Это реально классическое дерьмо. Вот так, смотри. Я думаю, он живой. Просто смотри, они визуально как маленькие комнатки выглядят. Пойдем вот до конца вот этого коридора дойдем и назад пойдем. Сори, чувак. Ты видишь, что там? Нет. Просто вот пройди, посмотри. Сука, я подумал, что кто-то стоит даже здесь. Это вот что за пиздец, блядь? А? Что это за ху... Чувак. Я прости, но ты можешь подойти. Просто смотри, там ткани развешаны, как будто закрывает что-то, смотри. Пизду такие чердаки. Башка, блядь. Нога какая-то оторвана. Мышь летучая. Чё, нихуя уже. Вы серьезно? Честно, абсолютно непонятно, что за дела, потому что... Ну, это все херня какая-то. Да нет, это для экскурсий. Что это, блядь, Наверно. такое? Просто специально для меня это не могли подстроить, потому что я не знал существования, блядь, этого места вообще. Оно закрыто было. Если бы он не увидел сундук, я потом бы не увидел ключи, я бы просто сюда не попал. Чувак, у меня сел фонарь. Чувак, Да. я походу понял, что здесь было. Извини, кресты Чувак, сделаны. давай вот извини меня за соски, но вот, блядь, в каком-то ебаной жопе, в каком-то замке, блядь, от которой там что-то из жопы вылезало, и они отстреливают это дерьмо, и мы залезаем на чердак, хуй знает как. И тут кресты, и вот там хуйня висит. Извини, что я так много матерюсь. Нет. Просто я захожу, не, первое впечатление просто потрясающее, но потом я просто прошелся, там все кресты. А вот теперь у меня главный вопрос этого вечера. Дим, а вот теперь без всяких шуток и приколов, а вот без Даника ты бы смог бы туда зайти? Я только сейчас себя на этой мысли поймал. Вы представляете, ему одному отсюда зайти? Это вдвоем весело, прикольно, в два фонаря ходить. Если он там так обосрался, когда этих головы эти увидел на стене, представляешь, что бы здесь с ним было? Я почитаю комментарии, что вы напишите. Из картона. Мне очень интересен Мне комментарий кажется, Димона. тупо здесь что-то, блин. Что он скажет? Какой-то детский праздник был, я не знаю. Реально Хэллоуин праздновали, а дети украсили это все вот так вот. Не, ну, честно, я уже вот к Блядские тебе готов дети. был выходить и говорить, что это какой-то детский сад, потому что, ну, это реально детский сад. Посмотри, иди сюда.
Другой вопрос. Кто здесь будет устраивать Хэллоуин? Ты думаешь, это нормальная практика, да? Ну, замок, знаешь, когда замок Вратоват называется, ну да, ты прав, это как-то странненько. Мы теперь можем отсюда идти? Друзья, я хочу искренне поблагодарить вас за то, что посмотрели это видео. И хочу сказать вам спасибо за вашу поддержку, потому что она для меня, ну, просто бесценная. Я стараюсь поднимать проект на новый уровень, снимаю в самых лютых и страшных местах мира, и это просто, ну, это нереально. Да нет, братан, это... И отдельное спасибо я хочу сказать своему другу, гиду Ивану, который помог договориться. Я даже со второго аккаунта своего игрового обязательно подпишусь. И у меня из третьего я уже с третьего дома подписан, и еще с одного подпишусь. И у малого надо будет планшет отнять, подписаться. Так что, Димон, еще со второго тиака держи подписку. С хозяевами замка Гауска, чтобы я там поснимал. Хочу сказать тебе спасибо, потому что без тебя бы этого видео просто не было. Ребят, если вам нужен крутой гид в Чехии, то обращайтесь к нему. Димон, это имба полнейшая. Ты реально лютый чувак, который делает лютый контент. Уважение, респект просто перманентный тебе. Это очень круто. И как бы это ни было, там постанова, не постанова, кто бы что ни говорил, в первую очередь это очень круто, это интересно. И это, блин, это мозг взрывает просто. Очень крутая подача, и просто без комментариев это ты лучший в своем. Просто лайк, подписка с меня и, конечно же, 100% коммент. Ребята, все ссылки внизу в описании. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь. И жду ваших следующих комментариев по следующему выпуску Ghostbusters. Какое видео мы посмотрим? Пишите название. До скорых встреч.